Друзья, всем привет! Это рубрика «Позитивно о России». Самая лучшая страна в мире приветствует вас. Разнообразная, удивительная, неповторимая, уникальная. Самая большая, более 180 народов, 17 миллионов квадратных километров, 146 миллионов человек. Но, кстати, для такой площади людей у нас, конечно, мало. Поэтому всем, кто хочет переехать в Россию с добрыми намерениями и с искренней любовью, с тем, чтобы ее развивать, с желанием приобщиться к великой невыдуманной истории, к богатому культурному наследию и духу традиционных ценностей, милости просим. И в этом видео я покажу вам, что такое настоящая Россия. Ну и для наших людей объясню, в чем смысл данной рубрики, хотя я говорил об этом уже не раз. Часто Россию незаслуженно поливают грязью, и сложно пробиться через фон негатива, через вот эту вот постылую варламовщину, что называется. В любом случае, чем 100 раз что-то объяснять и кому-то что-то доказывать, лучше один раз показать, что такое Россия и как она выглядит. Конечно, есть проблемы и у нас, этого никто не отрицает, как и в любой другой стране. Но об этом и так уже сказано слишком много, а часто преувеличено и приукрашено, что довольно об этом говорить. И со своими проблемами мы разберемся сами внутри. И разбираемся, кстати. Я же хочу показать то позитивное, что есть в России в простых каких-то вещах. В тех вещах, которые создают атмосферу, быт, окружают нас вокруг, и мы просто мало обращаем на это внимание, потому что привыкли к этому. Хотя на самом деле это и есть наша жизнь в великолепных ее проявлениях. И знаете, можно долго спорить о том, что это не вся страна такая. Ну, конечно, не вся. Но не надо забывать одну простую истину. Красота в глазах смотрящего. Кто хочет пялиться в помойное ведро, пожалуйста, он всегда его найдет. А у кого хватает кругозора, он сможет увидеть вокруг себя много красивого и интересного. И вот этого я вам желаю, предлагаю вместе посмотреть на нашу прекрасную страну. Формат специально построен так, что я не называю конкретный город, я просто говорю в России. И это правда, это ведь Россия. Кстати, заметьте, что именно вот так создается позитивный и привлекательный образ страны, когда мы смотрим какие-нибудь передачи про путешествия. И вот в этих передачах ведущие часто, вольно или невольно, я уж не знаю, но используют такой прием манипулятивный, да, показывая какое-то заведение или какую-то улицу в стране, где они находятся, и там говорят, вот во Франции можно встретить, или хорошо, там в Китае можно встретить то-то, в Китае такие-то магазины, в Китае такая-то еда. Но при этом показывают один какой-то конкретный магазин и один конкретный город на одной конкретной улице, понимаете? Но Китай-то очень большой и очень разный, как по уровню жизни, так и по инфраструктуре, так и по условиям жизни. И на соседней улице магазин может сильно отличаться. А в другом городе вообще может не быть ни ресторанов, там, ни магазинов. Но никого это никогда не смущает. И никогда не делается акцент, что это вот один какой-то конкретный город, а в другом городе все может быть совсем по-другому. И создается ощущение того, что это вот вся страна выглядит так, как показали, да, питается так и живет так. Хотя, конечно, это не соответствует действительности, и в любой стране все очень по-разному выглядит, в зависимости там, и от города, и даже от времени года, а очень часто от региона, там, района или даже квартала. Это я уже тоже приводил пример со Швецией, да, что вот есть город Стокгольм, и говоря о Швеции, все представляют его. Но в Стокгольме живет 900 тысяч человек, а в самой Швеции живет 10 миллионов человек. А где остальные это 9 миллионов живут? А живут они по-разному. Кто-то там в каких-то маленьких поселках живет, кто-то вообще там в лесу, в частном доме, который больше похож на дачу, и у людей это единственное жилье. И поэтому всегда передачи про другие страны, из которых мы черпаем информацию для сравнения, выглядят более эффектно, потому что используется вот этот вот манипулятивный прием. А в России почему-то надо обязательно конкретизировать, да, где ты и что ты, чтобы тебя потом тыкнули, типа, о, да это не Россия, да, ты пойди там за 100 километров отъедь. Или там еще что-нибудь. Да ездил я и за 100 километров, и за 1000. И вообще я сам из глубинки, если что. Магаданская область, привет. Поэтому все, что я снимаю, я буду выкладывать именно как снятое в России, потому что снимается это в России. А где именно, это не так уж и важно. Я же говорю о стране, и делаю это на манер как раз тех самых передач про путешествия, которые всегда показывают все самое лучшее и все самое интересное. Тем более, еще раз повторю, красота в глазах смотрящего. И уверяю вас, что я в любом месте, в любом уголке страны смогу найти что-то красивое, необычное, привлекательное, то, что можно показать о России.
Кстати, друзья, вы присылаете много всяких материалов, спасибо, я все это вижу, все это учитываю и, возможно, как-нибудь использую. В любом случае, я все это читаю, и, конечно, это тоже важно видеть вашу поддержку, одобрение подобного формата и участие в нем, поэтому, конечно, продолжайте. Ну вот такая подводка, и теперь поехали. И первым, на что сегодня хочется обратить внимание, это общественное пространство. Их действительно в России становится очень много, и в последнее время они все активнее появляются, потому что облагораживают и приспосабливают всевозможные заброшенные объекты, делая их местом притяжения для молодежи, да, кстати, не только для молодежи, пенсионеров часто можно там встретить, для бизнеса, для сферы услуг, для отдыха и так далее. Для этого используются территории старых заводов, которые были разворованы и заброшены в 90-х годах, и очень долгое время стояли такими унылыми напоминаниями эпохи вот этого раннего российского дикого капитализма. Ну а сейчас же, на мой взгляд, они являются символом возрождающейся России, превращаются в великолепные культурные объекты. И, знаете, часто можно услышать, что типа вот лучше бы эти заводы восстановили, чем делать из них парки. Но, на мой взгляд, это неверное утверждение, потому что, во-первых, заводы и так строятся и открываются. И, кстати, только в июне в России открылось более 18 новых производственных площадок. А во-вторых, промзона в черте города, ну, это такое себе решение. Раньше, когда все это строилось, тогда были другие задачи. Тогда появлялись сначала предприятия, потом вокруг этих предприятий выстраивались кварталы. Но сегодня, наоборот, тенденция идет к оздоровлению города и переноса производств подальше от мест проживания большого количества людей. И странно было бы восстанавливать производство в городской черте. Ведь производство – это всегда вред для экологии, особенно если это вредное производство. Поэтому, на мой взгляд, все логично. Те здания и площади, которые остались от производства и находятся сегодня в плотной городской застройке, самое лучшее решение – сделать из них общественное пространство, куда люди могут приходить отдыхать и культурно проводить время. И сегодня в России просто бум на открытие всевозможных площадок. Булочные и хлебные магазины я уже показывал, это тоже какая-то особая фишка России сегодня, так что с уверенностью можно сказать, что Россия – это хлебное место. Все стерильно, чисто, самобытные интерьеры, все это сейчас активно развивается, открываются новые точки, причем у каждой булочной, у сетевой структуры есть свои приложения, и ты, подходя к магазину, можешь заказать кофе, чтобы не ждать или не стоять в очереди. Все это очень удобно. Кстати, геолокация сразу определяет, к какому кафе ты ближе всего находишься, и делает там заказ. В общем, сервис просто отличный, обслуживающий персонал вежливый до безобразия. И, друзья, если кто-то смотрит из-за границы, напишите, пожалуйста, как у вас там, где вы живете, обстоят дела с булочными. Есть ли вообще такое явление? Особенно интересно про Францию услышать, там какие цены, какой сервис, ну и все такое. Потому что Франция всегда славилась своими багетами и круассанами. Вот хочется узнать, как во Франции с этим обстоят дела сейчас. Кстати, что интересно и отрадно, в больших сетевых магазинах с одеждой стали появляться вещи с креативными надписями на русском языке. На английском, конечно, тоже всего этого еще очень много, но прям заметно стало, что производители начинают внедрять русскоязычные надписи, это становится модным, это становится трендом, тренд меняется, и, конечно, это здорово. В России можно встретить магазины в дореволюционном стиле. Внутреннее оформление торговых залов здесь подчинено законам модерна. Изобилие, блеск, отказ от строгих форм в пользу главных линий и украшение даже функциональных предметов интерьера деталями, напоминающими растительные орнаменты. Здесь можно встретить великолепие дворцов российских императоров с их позолотой, с антикварной мебелью и потолочными светильниками. Понятно, что это больше рассчитано на туристическую публику, но и местные жители не отказывают себе в удовольствии посетить это роскошное место. Тем более, что в середине зала расположено такое небольшое круговое кафе, и можно выпить чайку с десертом в великолепном интерьере классического императорского дворца. Ну и перенесемся в российский мегамаркет. Здесь можно купить вообще все. От чипсов до свежей рыбы, от жвачки до садовых принадлежностей, автомобильных шин, велосипедов, саббордов и так далее. Короче, все. От продуктов до бытовой техники, игрушек, бытовой химии, всего-всего-всего. Но реально, это просто целые города, которые настолько огромны, что в них
растворяются потоки людей, и только на кассах можно увидеть некоторое скопление народа. А залы просторные, удобные, и обойти все не представляется возможным. Вот мне всегда было интересно, какого же уровня должно быть управление у подобных структур, чтобы наполнять эти залы товаром. Ведь кто-то же этим занимается, да, кто-то обеспечивает логистику, чтобы все в этом магазине, в этом просто огромном городе было не просрочено, лежало на своем месте и постоянно было в наличии. Как видите, полки полны свежего товара, нет никакого недостатка, никакого дефицита, и никакие санкции сегодня в условиях рыночной экономики не способны нанести урон российской экономике и нашим торговым сетям. Тем более, учитывая тот факт, что большинство продуктов питания, которые находятся на российских полках, сегодня производит сама Россия, еще и экспортирует на мировые рынки. Ну и санкционное давление подстегнуло внутреннее производство всяких мелких потребительских товаров, которые раньше и удобнее, дешевле было где-то купить. Ну а что, у нас есть деньги, пожалуйста, там, производите, работайте, мы купим. Но когда сегодня стали вводить какие-то глупые, просто смешные вот эти ограничения, то и здесь произошла переориентация рынков. И теперь даже некоторое внутреннее производство, которое раньше принадлежало западным компаниям, которые получали с этого неплохую выгоду, теперь даже оно переводится в российскую собственность и юрисдикцию, потому что вот бывшие бенефициары не могут обеспечить нормальную работу. Ну что ж, это их выбор, теперь все деньги, ну по крайней мере большая их часть, будет оставаться внутри страны. И таким образом большая часть продукции на российских полках — это отечественное производство, ну за исключением, пожалуй, электроники, там, бытовой техники, компьютеров, смартфонов и все, что с этим связано. Но здесь нам поможет дружественный Китай и параллельный импорт. А вот так, друзья, выглядят российские пенсионеры. И вопреки комментариям из интернета о том, что они роются в помойках и сплошь нищие и несчастные, они, видимо, просто об этом не знают, и занимаются более подходящими вещами, в отличие, кстати, от своих западных коллег, которых мы не будем здесь показывать, чтобы не портить гармонию. Я, кстати, делал большой ролик по поводу пенсии, пенсионной системы, сравнения с другими странами, и там серьезно разбирал эту тему. Кому интересно, посмотрите по подсказке, и в описании будет ссылка. Ну а кому не интересно, то просто насладитесь видом наших прекрасных пенсионеров, беззаботно танцующих в прекрасный летний день на улицах России. Вообще в России популярны всевозможные танцевальные мастер-классы, занятия, всякие уличные перформансы. Одна проблема, что лето у нас короткое. И вот такие действия, они возможны только в теплый сезон, который, к сожалению, очень быстро заканчивается. И еще немного общественных пространств, просто насладитесь красивыми видами. Это Россия 2024. Кстати, напоминаю, что вы можете использовать любые мои материалы, как вам будет угодно, в том числе и для перезаливов, для нарезок, для того, чтобы вставлять в свои видео. Там неважно, полностью или частично, для демонстрации на билбордах, в маршрутках, на региональных телеканалах, в школах. Короче, я ничего не имею против этого. Берите, пользуйтесь, это все наше общее. И чем больше будет позитивного контента про Россию в медиапространстве, тем быстрее и в головах наведется порядок. И захочется еще больше созидать, творить, развивать, строить, вдохновлять тем, что уже есть, пытаясь стать лучше во всех смыслах и во всех отношениях. Вообще Россия — это самая нормальная страна. Вот если разобраться, это на самом деле так. Посмотрите, у нас нет перекосов ни в одну сторону. И мы каким-то удивительным образом сохранили и здравый смысл, и прогрессивный взгляд на вещи, и религиозность, и консерватизм, и традиционные ценности, и стремление к развитию и технологиям. Реально, у нас очень все сбалансировано, очень всего в меру, без каких-то перекосов влево или вправо, ну, без глобальных каких-то, да? Потому что, понятно, в частном порядке много можно всего найти, но где этого нет? Но вот в глобальном плане нет ни одной страны в мире, которая была бы настолько сбалансированной в нравственном, в моральном, технологическом, прогрессивном, культурном отношении, человеческом, и это очень важно. Вот этим Россия привлекательна для многих людей, ищущих себя в этом современном безумном мире. У нас можно нормально растить и воспитывать детей, и не бояться, что их отберет ювенальная юстиция. Вам не будут силой навязывать толерантное отношение к каким-то ненормальным с точки зрения нормального человека вещам.
Незыблемы остаются традиционные семейные ценности. Понятия добра и зла не размываются до неузнаваемости и не искажаются до противоположных значений. Нет перекосов в плане цензуры, в плане инакомыслия. Есть ответные действия на навязываемые сегодня нарративы, но и то они появились в последнее время и именно как контрмера, как ответ на недружественную политику некоторых стран. И когда это безобразие закончится извне, я уверен, что и внутри некоторые гайки будут откручены. Поэтому в этом плане Россия свободная страна. У нас нет какой-то сильной идеологической накрутки. Также нет строгих норм и правил, как, например, в ближневосточных странах. Нет проявлений нездорового национализма, по крайней мере, на уровне поддержки государства. Так-то понятно, что городских сумасшедших везде хватает, но на государственном уровне это не поддерживается. Нет ограничений и штрафов, как в Сингапуре, за какие-то бытовые погрешности. Нет такой единой лагерной стандартизации всех процессов, как в Европе. Хотя мы увидели, чего стоят их стандарты и правила, и как они собственными санкциями разрушили все свои же нарративы о ведении бизнеса, о частной собственности и правах человека. Теперь мы знаем, что это были всего лишь красивые слова. Россия – это здоровый человек Европы, это, по сути, и есть Европа, которая вобрала в себя все самое лучшее, прогрессивное, в хорошем смысле этого слова, и продолжает развиваться. Много было в нашей истории всевозможных перетрубаций, и сейчас мы, можно сказать, в начале нашего развития, когда у нас есть для этого все ресурсы, желания и огромная мотивация. Уверен, у нас все получится, мы выстоим и преодолеем все проблемы, и наша страна станет еще краше и прекраснее. Кстати, всем, у кого есть дети, рекомендую аналог Lego. Это конструкторы Sluban, китайский производитель. Не подумайте, это не интеграция, это не реклама. Просто когда Lego гордо ушел с нашего рынка, переименовав свои магазины в мир кубиков, потому что они до сих пор открыты и остаются работать, то вообще неплохо было бы послать их куда подальше. К тому же, когда есть отличный аналог. И глядя на цены, конечно, делайте выводы сами. Например, маленькая какая-то вонючая коробочка Lego стоит 1500, 3500, 7500. Хотя там просто нечего собирать, просто какая-то фигня. Понятно, что там может быть какая-то сцена из фильма или коллаборация с каким-нибудь Диснеем. Так и что с того? Это просто маркетинговый ход, тем более, что Дисней уже давно не тот, и все больше вопросов к качеству его контента. Поэтому платить за какую-то фигню только из-за того, что там герои Диснея, это уже сегодня не работает. Эта коробочка стоит 3500, где одна просто эта арочка, башенки и две куколки. И посмотрите сюда. За 1900 вот такая огромная вещь. Сколько здесь человечков? Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 человечков. Нет, раз, два. Подожди, вот такая яхта, 40 сантиметров, это примерно такая она будет. Вся внутри нафаршированная всевозможными интерьерами, обстановками. Да подожди ты, Маша. Вот здесь все это послойно собирается, и стоит это 1900. А вот это вонючая Lego с какой-то принцесской стоит 3500, это еще со скидкой, а было вообще 7500. О, вот одинаковая цена. Вот у этого и вот у этого. Ну, как? Вообще ерунда какая-то. Короче, Sluban берите, классные конструкторы, не реклама. И вообще сегодня очень много китайских всевозможных этих конструкторов, недорогих, самого разного качества, но всегда преимущество Lego было в инструкциях и в том, что кубики там очень грамотно расфасованы по пакетикам и подписаны по номерам, и собирать их детям просто и понятно. И вот у бренда Sluban и качество самого пластика просто отличное, вот реально вам говорю, просто качество пластика офигенное, потому что у меня есть дети, и мне приходится периодически покупать
этим конструкторы, и я это просто подтверждаю. Хотя я тоже одно время был скептически настроен по отношению ко всем этим конструкторам. Но вопрос цены взял свое, и каково же было удивление, когда я увидел, насколько эти кубики сегодня круто сделаны. И вот инструкции у этого Слубана такие же понятные и классные, как у Лего. И вот если мы поддержим этого производителя рублем, то и он будет становиться лучше, качественнее, там больше будет модельный ряд. Я, например, очень хотел бы увидеть нашу космонавтику, воплощенную в подобных конструкторах. Как известно, НАСА широко представлен в Лего-сегменте, а вот российскую космонавтику датчане упорно почему-то игнорировали. Это, опять же, к слову о предвзятости и о русофобии. Есть она или нет. Как известно, Лего делает все, что угодно, но почему-то на российскую тематику у них практически ничего нет. Ну вот, может быть, хоть китайцы сделают. И, кстати, у них уже есть прикольный модельный ряд, есть там советские танки, самолеты и так далее. И я считаю, это круто, и надо это поддерживать. Тем более, еще раз говорю, что качество отменное, а цены просто на порядок ниже, чем у Лего. Вот прямо на порядок. Кстати, в том, что Лего сумел так развиться, стал таким популярным, как бы таким крутым, есть и наша заслуга, потому что мы покупали этот товар и тем самым вкладывались в развитие вот этой датской компании, делая им выручку и позволяя увеличивать и качество, и модельный ряд, а они вот так к нам отнеслись. Ну хорошо, раз они считают, что мы недостойны их конструкторов, пожалуйста, эту нишу займут другие, и давайте им в этом поможем. Ну и еще один неизменный атрибут российской жизни – это поход в лес. Вот с этим, конечно, вряд ли что сравнится, но до этого надо дорасти, и это надо полюбить. Потому что лично я очень долгое время игнорировал такой вид досуга, считая то, что я не являюсь там ни грибником, никаким. Но в прошлом году попали с детьми в лес, попали в грибные места и были просто очарованы этим. Вообще у нас очень любят и охоту, и рыбалку, но это все-таки такие специфические виды занятий. Надо снасти, разрешение на оружие, само оружие, лицензии на охоту потом нужны. Ну и иметь предрасположенность, да, к этому. А для того, чтобы сходить в лес, не нужно вообще ничего. Просто нужно одно желание. Ну и вот эта вот тихая охота, так называют сбор грибов, доставляет просто невероятное удовольствие, еще раз говорю, особенно с детьми. Кстати, хочу спросить, меня всегда интересовало, я в Телеграме об этом спрашивал, как с этим обстоят дела в других странах. Вот очень интересно, я просто знаю, что нас смотрят и в США, и в Японии, и в Австралии, и в Европе. Вот, друзья, хочу попросить вас поделиться знаниями. Есть ли такой вид досуга, как поход за грибами в тех странах, где вы живете? Регламентируется ли это как-нибудь? Есть ли какие-то правила? Ну реально просто интересно, собирают ли, например, грибы в Америке? Есть там вообще такое понятие? Ну, именно не на Аляске, потому что там наверняка собирают, а вот именно на континенте. Вообще растет ли там что-нибудь такое, ну и принято ли там, где вы живете, ходить в лес, чтобы собирать грибы и ягоды. Понятно, что в Финляндии, наверное, собирают, понятно, что в Швеции, наверное, где-нибудь собирают, в Норвегии, но вот в южных, например, странах каких-нибудь, не знаю, там, в Италии, может быть, в Испании, во Франции, в Германии. Вот такой вопрос, прошу написать об этом в комментариях, нам очень интересно. У нас в России это принято, и я знаю, что многие это дело очень любят. И связано это, кстати, не с тем, что у нас есть нечего, а просто это очень интересно и азартно. На этом все, друзья. Надеюсь, этот выпуск был интересен, полезен. Вы узнали для себя что-то новое. Благодарю всех, кто поддерживает канал делом, словом или помышлением. Напоминаю, что я никем не финансируюсь. Все, что я делаю, это исключительно на добровольных началах. Поэтому, если у вас есть желание как-то посодействовать, в описании канала есть реквизиты, как вы можете поддержать канал. И для тех, кто хочет помочь из-за границы, тоже хочу особо сказать, потому что поступают такие вопросы. И иногда я вижу, что люди делают это через супер спасибо. Но вот просьба лучше делать это через сервис Boosty. Там можно оставлять донаты в валюте. Ссылка будет тоже в описании. Ну и не забывайте про телеграм-канал. Это такая точка сборки. Там все анонсы, все материалы, новостной поток. Впрочем, он очень умеренный, без спама.
потому что я не люблю, когда там по 500 открываешь какой-нибудь канал, а там просто 500 сообщений и всякого шлака и барахла накидали. И вот попробуй ты в этом разберись и все прочитай. Поэтому я выделяю только то, что действительно интересно, поэтому присоединяйтесь. Будем рады видеть вас в нашем живом интерактивном сообществе разных людей, но с похожими жизненными взглядами. Тех, кого объединяет любовь к стране, позитив и здравый смысл. Увидимся. Пока.